We did a lot on CPM. So CPM is growing again, that's the first information. Features, we enlarged our activities in body and beach in the lingerie section, but in the apparel section here, we can say many countries are back, many regions of Russia now are present here on the fair. It's not only Moscow, it's from Vladivostok bis to the west border, everybody is here. What is developing, and that's the good thing, is because Russia opened the borders for many countries. So the experts coming back and in person, and they are working together again with their partners they know for many, many years. So the participation of Germany, Italy, Turkey is growing. We have a good participation of France. We have countries like Uzbekistan coming here. At all, many countries, many people, experts are here. And it's true, you find the best of the next season here on CPM. I have to say that CPM is, without any kind of doubt, one of the most important events in the world that we attach. As Italians, of course, we couldn't avoid to be here. So we attach the greatest importance to the Russian market. We were very keen in organizing an Italian delegation, thanks to EMI, Ente Moda Italia, which is the Italian organization for fashion, with 48 brands. So just to give you a quick response, we attach the greatest importance to a crucial market, such as the Russian Federation, and CPM is the event on fashion in Moscow. So we had to be here, and we are glad to be here. And of course, I'd like to thank the organizers for being brave in organizing physically this event. Vallahi fuar gerçekten çok güzel. Özellikle bizim Türkiye'nin standı, kapladığı alan, ortaya konulan koleksiyonlar bence şu anda fuarın en kalbi diyebilirim. Yaklaşık 94 tane firma, yani Türk pavilyon olarak gördüğünce, özellikle Şovarya'da aynı şekilde yapmış olduğumuz çalışmalarla bence şu pandemi döneminde dünyada herhalde en fazla ilgi duyulan, ilgiyi gösteren fuarların başında geliyor CPM. А национальные экспозиции представлены в следующих павильонах: Франция, Италия, Германия, Турция. Большое, конечно, значительное участие, эта часть занимает выставки компаний из России. Более 200 участников из России из различных регионов представляют коллекции будущего сезона. Меня очень радует, что мы сейчас смотрим, видим, переживаем пик такой определенной развития нашей российской индустрии, потому что очень много сейчас молодых, энергичных, нестандартно мыслящих. В прошлом году в России открылось ателье по пошиву одежды в 2 раза больше, чем за предыдущую пятилетку. И поэтому здесь я буду очень рада, если все наши коллеги, кто сегодня присутствовал, и европейские коллеги в том числе, увидят, поймут и начнут объединяться с нашими талантами, предлагать свои таланты. То есть вот в объединении всех этих возможностей, конечно, будущее за развитие. CPM – это важнейшая отраслевая выставка. По сути, она именно для фэшн, для одежды единственная. Это возможность очно встретиться со всеми сразу в одном месте. Поэтому, да, я считаю это важнейшим отраслевым событием. Важный фактор, который был отмечен Росстатом, это всплеск потребительского спроса, отложенный спрос, который случился в первом полугодии, который тоже поддержал локальную модную индустрию. Можно говорить о том, что рынок действительно восстанавливается, спрос восстанавливается, но еще рано говорить о том, что он вернется уже в этом году к допандемическому состоянию. Тем не менее, общий положительный тренд в этом году очевиден. Мне понравилось то, что очень многие бренды, наши российские, заметно выросли за минувший год, где глобализация мира, которую мы наблюдаем, привела к росту уровня наших брендов. И такие классные бренды появились новые, такие коллекции у них красивые. Я даже, знаете, пожалела, что у меня нет своего бутика. Здесь невероятно классная атмосфера, можно увидеть новые, открыть для себя бренды, посмотреть, кто чего достиг за прошедший год. Это
праздник для индустрии в целом. И, конечно, видны активность экспонентов. Вы сами видите, какое количество желающих выставиться на выставке и какое количество посетителей. И новый зал для деловой программы, и новый концепт. Все это, конечно, подогревает интерес. Сегодня вот была шутка на сцене от организаторов о том, что немцы всегда очень скрупулезно относятся к подготовке. И это действительно так. То есть если ты приходишь на CPM, ты знаешь и ты уверен, что все будет организовано на 100% по полной программе. И, конечно, мы очень рады, что выставка CPM оживает, да, что вот эти годы, когда мы встречались в узком, так сказать, кругу, без иностранных наших друзей и партнеров, эти времена, я надеюсь, уже уходят. И с каждым годом выставка будет снова набирать новых партнеров, новых клиентов, новых друзей, новые фэшн-бренды и будет только расти и расширяться. Выставка всегда для меня вот это какой-то, знаете, точка отсчета. То есть вот раз в полгода, раз вот со сменой сезона ты как-то сверяешься, синхронизируешься с тем, что вообще происходит, понимаешь какие-то новые тенденции, то есть на что обратить внимание, что мы будем прорабатывать, что мы будем развивать в следующем сезоне. И, конечно, это, безусловно, очень важно и актуально. Я с удовольствием всегда прихожу, слушаю коллег, смотрю вообще действительно, что нового. То есть такой очень мощный обмен информацией. Well, you know that we have, of course, the political problems between Russia and the EU, but I suppose to do business with Russia, this is a huge market, especially for our industry, for clothing, for shoes. And if you are an international exhibitor, you must be here in the Russian market, and that means at CPM. We are again at the CPM show at a wonderful atmosphere, and we are here with 96 Turkish companies with different kind of selections, collections. We have women, men's and lingerie selections with the collections here at CPM show. As you see, we have a big trend area. We invested a lot as Turkey in this show. We are hoping that all our exhibitors are going to leave this show with happy faces and with happy moods. Я считаю, что это одна из основных выставок, где встречается производитель с байером. И, безусловно, без этой связки вообще все остальное не имеет никакого значения. И отношение к российским дизайнерам, оно сейчас очень изменилось, потому что байеры оценили то удобство, которое предоставляет им внутренний рынок. Во-первых, и во-вторых, просто это очень модно иметь дело с локальными дизайнерами. Я считаю, что CPM Moscow – это главная выставка для российского ритейлера, потому как здесь представлены не только российские бренды, а они с каждым годом все больше и больше занимают площадки на данной выставке, но и европейские бренды, потому как для европейских брендов это отличный инструмент прямой коммуникации с представителями ритейлеров. Мы живем в изменчивой среде. И сейчас это очень сильный вызов для всех, как и для людей, так и для бизнеса в целом, как адаптироваться к изменчивой среде, как быть эффективным, успешным, как развиваться и что же дальше. Неизвестно, что дальше. Мы учимся все сейчас жить здесь и сейчас, рационально использовать ресурсы, бережно относиться друг к другу. Это время интеграции, коллаборации и эффективного взаимодействия. Вы знаете, я очень люблю российских производителей. Я вот и сейчас на мне, кроме сумки, собственно говоря, все российское. На CPM я уже не первый раз, поэтому с удовольствием получаю приглашение и мчусь на всех парах. Учитывая мой новый статус молодой мамы, я вообще с удовольствием выбираю сейчас на мероприятие, дабы вспомнить, как тут классно и атмосферно, потому что здесь всегда новые люди, всегда новые тренды, и хочется быть, конечно, в курсе всех событий. Нам, артистам, сложно ходить постоянно в чем-то новом, обновлять свой гардероб, и здесь самое правильное место для того, чтобы следить за тенденциями современной моды не только в рамках Российской Федерации, но и вообще, что происходит сегодня в мире. Аналогичных выставок вообще на территории России нет, поэтому мы принимаем участие уже очень давно. И, в принципе, довольны результатами. Это, на самом деле, для нас очень хороший рекламный проект, потому что всех байеров, собственно, своих, мы всех встретили на этой выставке. Поэтому мы собираемся и дальше продолжать работать и принимать участие в этой выставке. Но
Аналогов нет. Мы считаем, что выставки приносят самое большое количество новых лидов, клиентов, которые мы потом доводим до сделок. В общем-то, выставки – это наш самый надежный источник клиентской базы. Посетителей очень много новых клиентов, количество заказов тоже радует. И, что более приятно, видимо, все соскучились по красивой одежде. Мы говорили о продажах, о том, как сейчас себя чувствуют продажи и онлайн, и офлайн. И у нас так здорово получилось, органическим таким образом, что мы много поговорили про офлайн и пришли к выводу, что офлайн вполне себе жив, он развивается, и бренды, которые мы сегодня пригласили к нашей дискуссии, поделились своим опытом, поделились информацией, и действительно мы видим, что это не слова. У многих даже восстановились продажи до уровня допандемийного, и это прямо вселило надежду. Это первый сезон Dreams by CPM Body & Beach. Это ребрендинговый проект выставочной площадки для производителей нижнего белья и домашней одежды. Пул экспонентов сформировался в рамках выставки CPM за последние 15 лет. То есть это именно ребрендинговый проект. По формату мы его сохранили, сам формат. То есть на одной площадке мы представляем как классическую презентацию коллекций, так и бельевые показы и сохраняем деловую программу. Ну, она тоже приобрела новое название Dreams Dialogue. Already we have the good results. We are having new clients, and now we are entering more and more in the Russian market. So, in overall, it's a very good result for us. Vonna is a Turkish brand, lingerie brand, and bra and bra set we are working for. Currently, we are working for Europe and Turkey, but never in Russian side. So this ideas actually comes from the Russian customers. Why you are not in Russia? So we have decided to be here. Vonna is a quickly growing brand with its own design and everything. So that is how we decide to be in the exhibition. Я не сторонник делиться бесплатной информацией, потому что, как правило, она не ценится. Но сегодня для CPM и для фэшн-прокачки я сделала исключение. Встреча была в интерактивном режиме, я показывала примеры, мы могли вместе учиться. И более того, я немножко показала, как воспринимать информацию, не просто сказали, я сделал, а почему эта информация важна и как дальше без моих советов действовать. Если выводит новый продукт, если товар не продается, если рейтинг упал, да, как, понимая какие-то ключевые моменты, советы, дальше адаптировать их для своего бренда на маркетплейсе. Мне это очень нравится, я очень много на выставках участвую, начиная с Америки, заканчивая до России, до Европы. И поэтому мне очень нравится CPM, и я всегда буду выставляться на CPM, потому что вы очень хорошие. Сейчас у нас офлайн и онлайн жизни, они идут прям в сплетении друг с другом, и мы не можем не обращать внимания на то, что происходит в онлайне, и, соответственно, общаться со своими клиентами посредством именно онлайн-инструментов и в офлайне, что нам очень важно встречать правильных клиентов, когда к нему относятся с заботой, вне зависимости от того, офлайн это либо онлайн. Спустя, я думаю, 1,5 года мы набираем заново обороты наши, к которым мы привыкли. Людей мы видели как наших, значит, партнеров уже старых, но также и новых. Сейчас я вижу, что очень много новых лиц и новых игроков на рынке, поэтому я, в принципе, думаю, что мы этой выставкой очень довольны.